Делаем пион с красивой сердцевинкой, открытый пион с тонкими лепестками. Самое первое, что мы делаем, это основу. Это основной крем, переходник, можно даже без переходника. Мы делаем вот такую вот основу. Затем мы берем насадку Атека номер 3, трубочка. Хватаем ее удобно, делаем скрутку. И в серединке цветка делаем 3 тычинки, какие бывают у пионов. Такие они вот немножко в разные стороны расходятся, что-то можно поправить, сделать более мощные. Так, теперь мы берем желтый цвет, удобно устраиваем в руке. Это насадка Атека, единичка, трубочка. И вокруг делаем вот такие вот желтые нежно-желтые тычиночки. Они смотрят немножко в разные стороны. У пиона они не мелкие, у них на концах утолщение. Но на концах утолщения мы не будем делать. Наша задача закрыть поверхность, чтобы не было видно белого на просвет. Теперь берем наш подготовленный крем и насадка 59 Атека. Устраиваем удобно в руке, подкручиваем так, чтобы давление было крема создавалось удобно, и чтобы вам было удобно работать. И делаем небольшие вот такие вот лепесточки, которые заглядывают внутрь цветка. Прям сквозь, не бойтесь, прям вот сквозь вот эти вот наши тычиночки прокрадывайтесь насадочкой и делаете движение вверх. Давим, 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 перестаем давить, убираем насадочку. Давим, давим, перестаем давить, убираем. Сделали. Теперь нам вокруг нужно сделать еще эти лепестки, но уже более, они более снаружи, да, они уже не закрадываются в серединку цветка. Можете делать с этой стороны. У пиона лепестки бывают закручиваются, да, друг с другом. Здесь уже такой творческий процесс. Обратите внимание, у меня тряпочка чистая, новая лежит. Вот здесь под рукой, чтобы вытирать насадку. Некоторые лепестки могут заглядывать прямо на середину цветка. Наша серединка готова. Теперь мы будем делать основные лепестки наружнее. Насадка Атека 125К. Узкая насадка. Мы ее расширили с вами. Проработанная насадка. Делаем лепестки. Это открытый пион, поэтому здесь лепестки похожи на розы. Первые лепестки, естественно, мы стараемся уложить и на цветок. Их загибаем на цветок. Видите, у меня вот здесь вот эта часть оттопыренная остается. Ну, можем ее убрать. Да? Убрали. Главное, у нас лепесток на цветок наложен и такой имеет структуру, похожую на пион. То есть он ребристый такой, вот волнистый. Так, сделали. Тут у меня какая-то попала штучка. Продолжаем второй ряд, делаем также. Главное, не забывайте внизу прикреплять, потому что на воздухе лепесток держаться не будет.
Мы второй ряд делаем, мы уже ниже, да? Посмотрите, лепестки держатся более крепко. Мы собираем бутон. Бутон собран. Теперь мы можем делать уже лепестки, которые отвалились от бутона, которые раскрылись. Посмотрите, здесь я сделала классический лепесток, а следующий я сделала лепесток сверху, который направлен вниз. Делается он следующим образом. Вы цепляете крем за верхнюю часть цветка, выдавливаете, давите, давите, просто вниз опускаете руку и заканчиваете. Здесь вы можете сделать также двойной лепесток. Цепляем крем за основание уже. Можем снизу подняться наверх и опуститься вниз. Сделать сразу 2. Здесь также 2. У нас уже вырисовывается пион, вырисовываются лепестки, которые отвалились, раскрылись от основного бутона. Здесь наносим лепесток, делаем повторный. Здесь делаем открытый лепесток, повторный. Здесь делаем лепесток и повторный. Во-первых, они так будут лучше держаться, да? Потому что мы первый наносим, второй ниже нанесли, у нас лепестки держатся. Так. И у нас получается многолепестковый с тонкими лепестками пион на разных уровнях лепесток, как у настоящего цветка. Иногда не уследишь, откуда этот лепесток, где он держится, где прикреплен, и как вот он волной, да, лежит красиво. Обратите внимание, цветок не плоский, потому что у нас основание было высокое. Именно к этому основанию я уже и цепляю лепесточки. Аккуратно снимаем наш пион. Поставили. Так, основу выдавили. Вот смотрите, чтобы убрать легко пакет от основы, просто прокрутите вот так, и у вас будет ровненько. А то начнете снимать, и тут все вытянется такая пипулька, потом придется ее как-то смазывать. Так, что у нас первое? Первое — это у нас большие зеленые тычинки. Вы можете их сделать еще больше. То есть тут уже все зависит от вашего внутреннего восприятия пиона. Мне эти штучки всегда нравились. Можно их немножко взять, красный наш цвет, который мы, ну не красный, а фуксия, который у нас уже замешан на палитре. И немножко подкрасить. Такие вот красненькие точечки нанести. Так, теперь у нас желтый. Закрываем все желтыми тычиночками такими. Бахромушка. Как ее быстро нанести?
я надавливаю, отпускаю и вытягиваю. Потом эти движения уже практически не контролируются. Я нажимаю, отпускаю, нажимаю, отпускаю. Берем лепесточки внутренние, которые яркие, с 59-й насадочкой, и, вкрадываясь в серединку, делаем лепесточки. Где-то получится ближе, где-то дальше. Теперь уже снаружи. Пионы, эти лепестки всегда спутанные. Один туда смотрит, другой сюда. То есть нам нужно создать здесь объем. Так, не забывайте вытирать насадку. Берем нашу большую насадку. Удобно. Нам нужно удобно устроиться. Чем удобнее мы устроимся, тем лучше у нас будут получаться лепестки. Посмотрите, что может еще случиться. Вы чувствуете, что здесь мы много положили, здесь как бы подвисает, да, все как будто над пропастью, или как крона над деревом. Вы можете взять и вот так закрыть, прикрыть этот низ, и вот эта полосочка будет придерживать наш верх. Кладем близкие лепестки, они достаточно короткие, нависающие. Делаем уже более высокий лепесток. Он снова насадку нагибаем на цветок, вот это узкое место. И делаем также кругленький такой лепесток. Прикрепляем захват, крем, ведем вверх, загибаем насадку, отгибаем обратно, прикрепляем внизу. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Ну, давайте посмотрим, где, может быть, нам лепестка где-то не хватает. Мы можем заложить и здесь лепесток. Так, теперь внешние лепестки, которые уже отошли от цветка, от бутона. Опять же, мы цепляем внизу, ведем лепесток, уже более прямо держим вот этот носик, и получается более открытый лепесток. Пять лепестков. Теперь мы можем эти лепестки сделать более интересными, да? Например, двойной лепесток под тем же местам пройтись. Сверху вниз, сверху вниз, сверху вниз. Обозначить
движение лепестков. Более ярко, да, как бы у нас сверху, он прям вниз идет, такой яркий лепесток. Форма лепестка красивая. Дальше у нас идут лепестки. И такие можно класть снизу вверх. И снова двойной, чуть ниже. Снизу вверх идет лепесток. И теперь я уже смотрю на розу, ой, на наш пион, где бы еще лепестки положить. Вот сюда немножко сдвинусь. Здесь лепесток тоже двойной. Можем доработать еще пион. Он, сейчас я смотрю на него, он гармонично выглядит. Со всех сторон есть лепестки, нигде нет провалов, где бы я еще хотела дополнить. Если мы сейчас начнем еще дополнять, он у нас получится еще больше. Если это торт, то да. Если это капкейк, то все, уже достаточно. Так, снимаем аккуратненько, крепко держим, несем.